мало остается места. Не взял я, к сожалению, дополнительные емкости, ни карты, ни диски. Ну, так вышло. Вот буду готовить сегодня рыбу с рисом, с морковью и луком. Вот лук и морковь. Вот рыба. Я ее обвалял в муке, чтобы плавники меньше прилипали. Да и вообще для вкусноты. И вот рис. Промыл я его, посолил. А печь еще не разжигал. Тут масло налито. Кукурузное. Вот печь. Две посудины, как здрасте. Сейчас буду печь разжигать. Будет рис, а рис у меня вот такой. Ой, пакистанский рис. Супер басмати. Вот. Очень хороший рис. Я люблю пакистанский рис. Есть даже еще лучше этого, с более тонкими зернами. Но и этот очень хороший. Всем советую рис брать хороший. Не берите плохой рис. Да и вообще на продуктах экономить это грех. Глупость. Ради чего? То есть всякую дрянь, чтобы купить какие-то вещи. Это глупо. Самое ценное, что у нас есть, так это наше здоровье. Это противопожарная кора. Коры много. Вот. Сейчас я обжарю сначала морковь. Муравей тут. Муравьев тут уйма. Очень много их. Ну и чеснок там будет содержаться тоже. А пока порежу лук. На рыбу уже покушаются муравьи. Подточил нож сегодня специально. Из уважения к рыбе, думаю, тупым ножом разделывать как можно. Это неуважение к рыбе. А он как режет. Ну, за это время я его вот второй раз точу. Подтачиваю, точнее. Навожу чуть-чуть остроту. Так-то он весьма острый. Можно лук порезать так, что прозрачный будет. Хорошо заточить, это искусство. Японцы умеют. На камнях там доводят, все. Но такой нож, его надо беречь. Грубые работы, плавники там отрезать или еще что. Ну и так. Нормально. Алмазным надфилем довожу. Раз подточил немного. Из углеродистого стали, потому ржавеет, но вот на ногте пробую. Если останавливается, значит острый. Ну, без усилий, естественно, чтобы палец не отрезал. Главное, какой материал и форма. Тут все очень просто. Нож простой, незамысловатый. Из рога рукоятка. Старинный. Ему много десятилетий.
Неизвестно, когда он был сделан. Моему отцу подарили его. Говорят, где-то он был в местах заключения сделан. Такой нож. Я его потом немного усовершенствовал, потому что заточен он был неправильно. Этих спусков не было у него. Прям вот так шло, и тут заточен. Ну, естественно, он был тупой, пользоваться невозможно. А теперь вон какой нож. Беру в походы, очень мне нравится. Вот, печка-то заработала. Сначала я всегда жарю морковь. Потому что если добавить лук, то лук он такой водянистый, температура масла снизится, и морковь будет просто как вареная, но не жареная. А самый вкус от моркови, когда она жареная, в масло переходит желтые вещества, каротиноиды из моркови, которые, в общем-то, и получили свое название от моркови, кэрот. Они везде есть, и в обычных зеленых листьях тоже. Но когда есть хлорофилл, о, как повалил дым, то мы их не видим. А осенью хлорофилл распадается, и листья желтеют, краснеют. Это вот то же самое, что в моркови, каротиноиды. Они участвуют в фотосинтезе, передают энергию на определенных стадиях фотосинтеза. Это все непростое дело. Вот, сначала я пожарю морковь, потом пожарю лук, а на оставшемся масле пожарю уже рыбу. И будет у меня вот такое полноценное питание. Вообще продуктов осталось немного. Картошка кончилась, лук там чуть-чуть осталось, 2-3 луковицы. Морковь вот здоровенная была, вот это я ее разделил на 3 части. Еще одна небольшая часть моркови есть. Сегодня суббота, а мне во вторник уезжать. Ну, буду как-то тянуть. Ну, риса еще пачка. Если что, вон масло. Масло осталось. Масло осталось. Ну вот. Пол бутылки практически. То есть масла мне точно хватит. То есть я голодать не буду. Но. Ну и на рыбу еще надеюсь. Может еще что поймается. Но пока с рыбой не очень хорошо. В основном красноперка, щуки мелкие, я их отпускаю, не беру такие мелкие. Грех это. Что ж я, злодей что ли какой? Да и зачем? Что это? Ну как есть такое, понимаю, что это, ну, в общем, короче, отпускаю я их. Маленьких. Пусть растут. Может, вырастут когда? Тогда уж, извините. Когда время, значит, пришло. А пока рано. Вот. А чеснок в самом конце добавлю. Посмотрим. Ну, естественно, перец там. Все это. Кстати, пока рис варится, туда можно добавить кое-каких специй. Ладно, облегчилась, как сумочка с продуктами. Что мы туда добавим? Черного перчика. Черного. Ну, шри-ланкийская смесь пряностей. Там на Шри-Ланке сейчас говорят, что-то какие-то волнения, неприятности происходят. О, аромат. Туда. Ну, что еще можно? Вот зиру. Вот она у меня тут вместе с этим, с душистым перцем. Один душистый перчик. Вот я ускакал. Один можно туда кинуть. А зиру вот сюда. В масло чуть-чуть. Вот. На Соловках я ел
мидии с зирой. Очень вкусно получается. Так, и что еще туда? Так, у меня есть еще... Ну это ладно, это сушеные грибы. Ну и для цвета, а потом я еще прибавлю. Авария вышла, рассыпалась часть перца красного. Для меня это трагедия. Вот, прибавил всего туда. Чуть-чуть маслица, чтобы там особо не пенилось. Вот, перемешивать это ничего не надо. Рис важно не перемешивать ни в коем случае, потому что тогда он будет слипаться. Муравьи уже рыбу атакуют. О! Морковь-то. Ну, осталось что, чеснок порезать. И, в общем, вот уже появляется запах жареной моркови. Если бы я с луком ее сразу положил, то ничего бы такого не вышло. И печь раскочегарилась. Быстро все. Забил дрова, поджег и готовься, как на плите. Не мучайся. Кстати, у меня еще есть там пару яиц осталось. Это тоже потом с рисом я как-нибудь сделаю. В общем, я думаю, тютелька в тютельку продуктов хватило. Ну и есть НЗ. Вон там мука и рис, соответственно, вот такой. Да еще и гречки там немножко есть совсем. Рис надо убрать. Вот. Ну вот, рис приготовлен, лук там, морковь, чеснок порезал. Ну, там угли какие жаркие. Будем теперь рыбку жарить. Песочек еще можно для чего использовать, чтобы точно выравнивать горизонтальную поверхность. В общем, с песком хорошо пошло. Зимой как быть? Ну, зимой вот никак, песка нет. Так ставить. В этой печи вот я -1 считаю, серьезный. Это вот то, что сделали эти ребра жесткости на поверхности. Но ее для отопления как бы рассматривали изначально. Так готовить-то, где там готовить? Лыжники вскипятили чайник, дай бог, что-то там заварили. Туристы. Хвост, конечно, этот будет мешать. Надо плавники подкоротить ей. Ну, чуть-чуть подбавлю дров. Ух, дуешь жар там.
чтобы... Вроде не прилипает особо. Только вот где хвост? А нет. Рыбка с рисом. Это хорошо. Да и с гречкой неплохо. Кто-то мне говорил, что есть великое блюдо лещ, запеченный с гречкой. Но леща у меня нет. Есть вот красноперка. Ее пожарю. За неимением леща. Я ее посолил сначала, потом мукой посыпал. Будет вкусная. А рис я еще потом обжарю. Нет, понятно, сублиматы, это все здорово. Это для настоящих туристов, которые идут вот целый день, 50 километров с рюкзаком. Потом пришли, уже сил нет ничего готовить. Залили кипятком, поели и спать. Но это для спортсменов, для сильных людей, мужественных. А для, как бы, если речь об отдыхе идет, то можно и приготовить вкусную еду. Спешить некуда. Нормативов никаких сдавать не надо. Гнаться куда-то, торопиться. О. Рыба-то быстро готовится. Но пропечь лучше посерьезней. Потому что мало ли что там. Паразиты. Вот простейшая утварь. Ложечка и вилочка пластиковые. Оп. Ух, какая. Так что мука, она вот для чего нужна. Рыбку обвалял. И пожарил ее. О, уже запах пошел. Аромат рыбный. Жареной рыбкой. А там она очень нежная. Мясо нежное у нее. Сегодня в вершу ничего не попалось. Потом поеду, еще заправлю хлеб, может что-то получится. Ну и буду, вчера установил там поплавок с грузом. Мелкую рыбу насадил там на тройник. Тонкий поводочек, всю тонкую снасть сделал. Да не учел одну вещь. Надо было жесткую леску ставить, а я поставил шнур мягкий. И она за ночь обмоталась вокруг того шнура, который от груза к поплавку идет. Замоталась, и теперь там где-то рядом с ним плавает. Щука не возьмет. Надо вот 1,5 метра хотя бы жесткой лески, которая не путается. Но это я после еды отдохну, сделаю. Переставлю там. А крючок... Ой, как брызгает-то. Кошмар.
Вот эта вот курточка очень хорошая. Сплав. Жаль, они перестали выпускать их. Вот как и Севера, и Сплав. Вроде хорошие у них есть изделия. Перестают выпускать, новые что делают. Как в магазине все равно эти мерчендайзеры дурацкие. Берут и переставляют каждый день продукты с полки на полку. Приходишь, там рис стоял, теперь там не рис, а консервы. На следующий день приходишь, а там конфеты. И типа они такие хитрые, умные, что люди вот обязательно поведутся на это. Нет, человек идет в магазин за конкретным товаром. Конечно, есть такие, которые голодные приходят и, что глаза глядят, покупают там. Есть, конечно, всякие. Ручка накаляется, печь сильно разогрелась. Но мерчендайзеров этих я терпеть не могу. Вот поставили в одно место товар, пришел, взял, что тебе надо, расплатился и ушел. А не ходишь там, ищешь по магазину, где же твой товар. Все равно я не куплю другое, не куплю. Только проклинать вас будут, уродов, сволочей, за то, что переставили. А они начитались где-то там западных каких-то этих руководств, как народ дурить. И делают. Думают, что они такие умные. Нифига. Здесь это не работает. Здесь другой мир. Здесь люди по-другому мыслят. Они вот привыкают к одному и хотят, чтобы было так. Они тоже каждый день в разном месте искать там продукты. О, вот это я понимаю. Вот это красота. Но брызгает сильно. Куртку мне забрызгало маслом. Да, практически готово. Скоро буду есть. Ой, горит, горит. Масло-то разогрелось. Вот решил я попробовать хлебушек испечь. Колобок сделал. Сейчас лепешечку такую попробую испечь. Никогда раньше не пек в походе хлеб. Дома-то пеку в духовке. Вот. А тут решил, думаю, время есть, надо попробовать. Разогрел сковородку. Такую лепешечку. Опа! А что интересно, я задумался о выпекании хлеба, просматривая многие ролики в YouTube, как походники делают хлеб, так и сяк. В основном блины делают. Но это, конечно, не совсем хлеб. Конечно, полноценный хлеб была у меня мысль выпечь так. Взять вот эту печь, трубу снять, просто как коробку металлическую использовать, снаружи устроить костерок, а внутри будет такая духовка, по сути. И туда вот из теста батончик заложить, и она испечется. Но это муторно. Можно как-нибудь попробовать специально вот этим заняться. Как бы печь, она же может нагреваться не только снутри, изнутри там огонь гореть, но и снаружи то же самое. Какая ей разница? В общем, все равно. Она одинаковая, это вытерпит. Вот, ножки эти тоже титановые. Единственное, что у нее вот эти вот опоры,
алюминиевая. Но это можно на такой период снять и просто на ножках ее поставить в костер. О, начинает сдуваться. Ну так вот. Тут холодно. 4, 6. Ну сейчас солнышко вышло. Около 10 градусов. Может 12, 13. Но все равно холодно. Чтобы, например, те же дрожжи использовать, ничего не выйдет. И я думал об этом еще в Москве. Как же быть? Что делать? И вот что мне пришло в голову. Пищевая сода. Ведь ее используют в хлебопекарном деле. Почему бы нам не попробовать? Вообще изначально я слышал такую версию, что применение... О, очень хорошо, лепешечка-то. Посмотрим, не сгорела она, лепешечка-то. О, нет. О, как узбекская все равно. Посмотрим. Главное, чтобы не сжечь. Вот. Говорят, применение соды в пищевой такой промышленности началось в незапамятные времена. Когда в Китае люди обнаружили, что если замешивать лапшу на воде из озер определенных, которые в пустыне там где-то находятся, а потом выяснилось, что там сода содержится в этой воде, лапша получается особо вкусная. Конечно, его не пекли лапшу, хотя кто их знает, они там по-всякому готовят. И в масле готовят. Очень часто лапшу обжаривают в китайской кухне. Может, она какая-то становилась пышная. Ну, в общем, сода, что такое? Гидрокарбонат натрия. Вещество термически нестойкое. Когда оно нагревается, разлагается с выделением углекислого газа, он спучивает это тесто. Важно не ошибиться, не переложить соды. Тогда иначе вкус будет испорчен. Ну что я взял? Муку, соль, немножко соды и воду. Замешал колобок. Ну вот посмотрим, что получится у меня. Боюсь, конечно, первый блин комом все это испортится, но это же эксперимент. Внешне нести за это ответственность ни перед кем, кроме самого себя. Муравей. Это прямый. Вот так вот она, как-то вроде лепешечка-то. Масла особо много не хочу добавлять. Она вроде и не прилипает. Можно даже подубавить так вот, чтобы она не сильно... Посмотрим, получится ли у меня лепешка. Если получится, это будет здорово. Потому что тут надо сода, вода, соль, мука. Выпекайся. Ну, есть, конечно, подозрение, что она будет жесткая, что она будет несъедобная. Раньше я так не делал. Вот если кто знает, как правильно с содой хлеб выпекать. Нет, я, конечно, знаю, что там надо кефир, то все добавлять. Какое-то тесто типа блинное. Это оладьи, это совсем другое дело. Что такой дым пошел. О. Масло горит. Иранское радио работает. Радио Фарда. О как. Там музыка хорошая. Что-то там рассказывают на непонятном языке. На языке, наверное, как он там, фарси называется. Я не знаю. Иранский язык, персидский язык. Рэп иранский. Где еще такое послушать? Это не то, что наш FM. Со всякой шнягой. Это вот музыка интересная. О. Вот такая вот лепешечка получается. Ладно. Ох, чайка там прям плюхнулась. Пожарю, потом результат продемонстрирую.
Ну вот, конечно, лепешечка немного подгорела, но это не страшно. Я это счищу, но вроде как она такая, не дубовая. Вот здесь я замешивал в этой чаше, в миске в своей. Сейчас я вытащу ее, пусть остывает. Потом посмотрим, что там получилось внутри. Сковорода, конечно. Ну ладно. Может, к ней еще меньше будет пригорать. Да вообще к ней, к этой сковороде не прилипает, на удивление, особо. Что только я там не жарил. Легко отмывается. Хорошая сковорода, алюминиевая, с каким-то покрытием. Вот, так что посмотрим, что получилось. Печь я уменьшил, дым валит. Когда уменьшаешь печь, идет дым, потому что там сгорание не полное. Когда открываешь полностью, чайник, наверное, сейчас поставлю, что она будет просто так работать. Все-таки это труд, надо сходить, веток наломать, попилить, поломать, заправить. Надо использовать жар. С чайком сейчас поем лепешку. Ну вот такая вот получилась лепешечка. В принципе, съедобно. Я вот отломил кусочек, попробовал. Можно есть. Ну, вот видно, что тесто вспучилось. Такое оно, ну, конечно, не идеальное, но это, в принципе, можно считать хлебом. Можно так вот готовить. Ну, конечно, подгорает, надо еще тренироваться. Но определенный успех есть, съедобно. Так что напеку еще себе лепешек таких подобных. Ой.
Наконец поймана щука нормального размера, съедобного. С локоть она длиной. Ну, весом, наверное, под килограмм, может, чуть поболее. Вот. Ну, в общем, сачок большой. Вот такая вот рыбина. Приличная щука. Сегодня праздник будет. Щуку жарить буду. О, какая пятнистая. Это не то, что те полосатые, мелкие. Это нормальный уже размер. Хотя, конечно, и больше бывают, естественно, бывают. Но я и такой рад. Это пока самая крупная. Ну вот вчера, может, сорвалась подобная. Ну, может, даже чуть-чуть побольше. Но это уже вполне себе пожарить будет. Что? Не совсем мелкая. Вот теперь задача ее из этого сачка выпутать. К сожалению, сачок довольно-таки сильно цепляется за крючки. Вроде есть какие-то сачки с такой крупной ячеей, которые меньше цепляются с такой грубой как бы сеткой. Ну, вот какой есть сачок. У него вот ручка хорошая, углепластиковая, длинная. Раскладывается, складывается. Сачок очень помог. Без сачка она бы, конечно, ушла. Ну, или билась бы там в лодке. Крючками куда-нибудь бы там впилась. В общем, сачок надо иметь. Сачок складной, легкий сачок. Ну, в общем, праздник будет. Щука. Ну, мечтаю, конечно, и покрупнее поймать. Но уже даже такой размер. Ну, весов-то нет, но на вид я считаю, что это килограмм, может, килограмм с небольшим. Это вот минимальное, что я беру вот такого размера. Таких щук. Ну и все, на сегодня лов закончен. Конечно, может, там можно было и больше поймать, поплавать и поймать еще. Но опять же, она запуталась в сачке, на воде я бы не выпутал. А туда-сюда плавать. Да и смысла нет. Мне это с рисом будет очень даже неплохая прибавка. Сегодня день был, как лето. И такие облака удивительные, как будто там на горизонте горы. О, какая красота. Еще и щука поймана. Вот бы там действительно были горы. Люблю я горы, такая красота в них. Вот посмотрите, как будто там горы, а над ними облака. Но на самом деле это тоже какие-то другие облака, другого рода. Вот сейчас буду печку активировать и жарить щуку. Чистить вначале ее. Посмотрю, что внутри. Может, она что сожрала. Вот такой вот денек. К сожалению, уже скоро домой. Очень не хочется. Просто с ужасом думаю об этом. Ну да ладно. Чему быть, того не миновать. Так производится обжаривание щуки. Я ее почистил, порезал. Ну, обвалял в муке, соответственно. Вот мука. Костер уже горит из гнилья, как обычно тут. Дров нормальных нет. Не добыть их. Или далеко в лесу, или огромные не унести. Вот, голову и хвост оставил. Завтра, может, сварю. Беру в пакет, посолю. Ночью холодно очень, не пропадет. Ну, может, еще какая рыба поймается. Все вместе объединю и приготовлю. Ну, хорошо. У меня рис есть. Вот сейчас с рисом запах такой приятный идет. Масло не пожалел. Тут масло не надо жалеть.
Надо, чтобы она прям в масле вся была. Повезло сегодня. Щука поймалась. Будет что поесть вечером. Не пустой рис. А уже темнеет. 11 часов почти. Ну вот, щука пожарена. Теперь разогреваю рис. Длинные такие рисины. Ну и чайник стоит. Сейчас кипяточек будет. Я уже чай заварил. Вот тут чай. Тарелка готова. Сейчас буду рыбу с рисом есть. Темно уже на улице. С фонарем сижу. И костер горит. Музыка играет. Небо звездное. Буду наблюдать, не полетит ли сегодня что. НЛО-навты. Как есть астронавты, космонавты, у китайцев тейконавты, а это НЛО-навты. Уфонавты какие-нибудь. Интересно, есть ли в китайской традиции история наблюдения НЛО? Наверняка. У них все есть. Дрова там, гнилье. Сейчас будет ужин знатный. Поем, посмотрю на небо, да спать пойду. Ночью холодно будет, 4 градуса. Но не так, как вот на днях было -2. Суровое время. Все-таки север это не экваториальный климат. Масла уже немного осталось. Ну, как раз мне хватит до конца. Я думал, много масла оставлять придется. Нет. Ушло все масло. Печь, конечно, это шикарное устройство. Как на плите готовлю. С удобством, с комфортом. Не только зимой печь полезна. Баню думал делать, но потом что-то передумал. Очень холодно на улице, боюсь заболеть. Да, сегодня хороший был денек. Много чего удалось сделать. И хлеб я попробовал выпекать. И щуку поймал и приготовил. И много чего еще другого сделал. Сходил за ветками сосновыми, сухими или же еловыми какими-то там, вот, которые я сейчас загружаю в печь. Чай варил, рис с утра делал, сделал стационарную жерлицу, поводок там поменял. Так что дел мало полезных и интересных было сделано. Интересно, разгорится ли печь.
она подостыла уже. Сейчас как. Ой, интересно, что-то делается с фонарем. Радио слушал. Сейчас слушаю. Это африканское, похоже, радио. Огонек разгорелся. Трубочка для раздувания. Чай заваривал несколько раз. Кстати, надо чай попить. Термос. Вот термос. Говорят, это ненужная, лишняя вещь. Ничего подобного. Вот сейчас на улице 4-5 градусов тепла. Еда остывает моментально. Особенно твердая, если это не суп. Ну и чай. Что делать? Вот я его поставил, очередную заварку сюда. Конечно, надо следить, чтобы не вскипел он там, не сварился, как чефир. Вот я подумал, печь. Без печки бы я, конечно, может быть, и просуществовал бы тут, но далеко не с таким комфортом. Пришлось бы готовить на костре или брать с собой много газа. Это все неудобно. Или топлива какого-то. И то экономить его, экономить топливо. Какое бы я ни взял, я ж не возьму канистру керосина там. Даже если канистра была бы 20 литров, все равно это не хватило бы на такой срок. 200 грамм в час у меня керогаз использует. 2 литра. Ну, литр 4 часа там горит, скажем. Ну и чё? 4 дня непрерывного горения, 40 часов там. А печка, я ее жгу, можно сказать, с утра до вечера. Вот как раз кочегарилась. А дров там, ой, такие елки стоят. Просто вот такого вот диаметра под метр. И там ветки от них, бог их знает сколько. Все это валяется, стволы упавшие, этот краед-то пожрал. Тоже вот какая беда, краед, жук-типограф. Везде он расплодился. Повреждает лес, так. Чай. Надо, чтобы он нагревался сильно. Вот, приготовил щуку. Почистил ее, все там сделал. Голову, хвост отрезал, их повесил туда вот. На веревку, чтобы мыши ночью не пожрали. Посолил немного. Завтра, если будет рыба какая, то сварю вместе с ней. Головы эти. Хвост, голова. А серединку я порезал, пожарил, обваляв в муке. О, как воняет. Тут это масло брызговое, воняет теперь. Что
еще масло или что-то упало. Воняет. Печь-то раскалилась. Вот. Ну ничего, сейчас воняет и перестанет. Да, вот я тут вижу какой-то кусочек. Все. Вот и все. Пожарил. И рис с утра еще приготовил. У меня сегодня рыбно-рисовая диета. С утра красноперку жареную с рисом ел. А вечером щуку с рисом. Первый раз попалась приличная щука. С помощью сачка вывалил. Подтянул ее, подтянул к лодке. Она прыгает. Свечки делает, подпрыгивает над водой. Но я держал натяжение аккуратненько, сильно не дергал. Она подошла ближе. Вот я сачок достал, подвел под нее сачок. Оп! И она в сачке. Все. Там еще этот воблер зацепился за сачок. И у нее он тоже этот как-то прям хорошо там вошел. В жабры куда-то. Зацепился там. С трудом я его отковырял. Плоскогубцами отцепил сначала от поводка. Спиннинг убрал. И постепенно плоскогубцами все вытащил. Ну, а потом уже разделал ее. Вся в слизи. Сачок мыть пришлось. Вот материал сачка, конечно, очень цепляется за крючки. Знаю, есть сачки какие-то другие. С большой ячеей такой. И грубый материал. Такой скользкий, твердый. Ну, может, отдельно продаются эти сами вот мешки как бы для сачка. Потому что у сачка есть рама и мешок. Вот. А ручка у этого сачка вообще удивительная. Углепластиковая. Легкая, длинная, наверное, выше меня ростом, если разложить. И весит все это грамм 200. Может и меньше. Прочная. Это один из последних заказов на Алиэкспрессе. Сейчас что-то там проблемно заказывать. А мне батарейки нужны. Аккумуляторы 18650. Хочу я все-таки пауэрбанк снарядить этими аккумуляторами. Вот, уже 10 дней я тут заряжаю аккумулятор, пауэрбанк, от него телефон. Когда яркое солнце, прям напрямую от батареи телефон заряжаю. Сегодня пауэрбанк впервые до 100% зарядился. То все 99, 99, 99, 99. И не поймешь, вот он достиг 99, и потом еще часа через 2,5 только 100 стало. Как это? Вот. Пауэрбанк. Ну, у меня помимо этого пауэрбанка еще 2 других есть, но они лежат, я ими не пользуюсь вообще. Это на крайний случай. Вот мало ли, я ж не знаю, какая должна быть погода, что... У меня всегда есть резервный пауэрбанк, 1 или 2. Один из них вообще старый, в нем мало заряда. Другой поновее. Все эти пауэрбанки я делал сам. Коробочку покупал на Алиэкспрессе и туда вставлял аккумуляторы. Какой жар от печи-то идет, раскалилась. Штаны-то у меня не поплавятся. Ой, даже у меня это самое. Сапог начинает подогреваться. Вот, а в палатке-то каково это? Зимой, когда я был на Новый год в лесу, минусовые были температуры, очевидно. Холодно. Там какой день 16 градусов было. Так я лежал в палатке с открытым пологом, как бы, наполовину открытой палатки. Печь топил, там тепло, лежал в флисовом комбинезоне.
том, что у меня сейчас, а более, правда, теплом, но неважно, все равно. И жарко было, тепло даже. Ух, как она раскочегарилась. 300 градусов труба. Вот. Что интересно, вечером щука ловится. Вот. Сейчас поймалась в 8, почти, в 9 почти часу. Ну, утром, наверное, тоже она ловится, но я сплю в это время, просыпаюсь обычно я около 8 утра. А ее, наверное, ловить надо в 4 там, или в 5 утра. Да ну, может быть, конечно, самые большие щуки в такой момент кормятся. Ну, кто их знает. Вот, хорошо это поймал. Очень счастлив. Конечно, не полностью рыболовная программа выполнена, не полностью. На удочку я не ловил. Ну, будем считать, что вместо удочки на вершу ловил. Никогда раньше на вершу не ловил. Вот подарок судьбы, верша это. Вот чайник там закипел. Кипит чуть-чуть. Вот так, кипяток. Вот. Кипяток очень необходимо. Посуду мыть, чай заваривать, обшпаривать там все. В общем, хорошая поездка. Хорошо. Очень счастлив, что никого из людей не видел. И надеюсь, до конца поездки не увижу. Очень надеюсь. Да, посижу еще немного, на звезды посмотрю, радио послушаю, чай попью. Ох, как там колбасит-то. И спать пойду. Сплю, кстати, я голый в спальнике. Не люблю я в одежде спать. Все-таки она давит, кровообращение нарушает. Или надо специальную такую пижаму, очень мягкую, без всяких резинок. Тут людей нет, приспичит среди ночи нужда. Выйду и голым, ничего страшного. Но что интересно, вот зимой обычно я встаю в туалет ночью, а тут вот ни разу. Хотя тоже довольно холодно, ну, у меня спальник-то теплый. Более теплый, чем на такой сезон. Все-таки пуховый он. То есть я сплю, мне тепло, хорошо. Коврик тоже, я его чуть-чуть подсдул, такой мягкий. Я лежу там как на перине. В общем, с большим комфортом провожу время на природе. Что и всем советую. Сейчас особо никуда не поедешь. Время непростое. Вот. Так вот. На Селигер. Может, куда еще, в Карелию, там, кому где ближе. Кто на Дальнем Востоке живет, там вообще раздолье. В Сибири. На природу выезжайте. Все. Главное снаряжение иметь. Печь, палатку, спальник, одежду хорошую. И вам в любом месте дача будет. По сути, ну, грубо говоря, дача. Место, где вы можете с комфортом относительно проживать, получать наслаждение от природы, а не то, что слушать, как сосед пилит что-то там пилой, кто-то что-то сверлит, где-то что-то забивают. Нет. Это все ерунда. Вот, природа. Радио только работает, но оно как бы создает атмосферу, особую атмосферу. Ладно, что сказать. Хорошее время, хотелось бы его запомнить, ведь никогда оно не повторится больше.
Тут можно ощущать счастье, радость, наслаждаться красотой, отдыхать душой, лечиться. Лечиться, по сути. Я для себя этот поход рассматриваю как лечебный. Никуда не стремлюсь, не рвусь. Просто на месте сижу и отдыхаю. Наслаждаюсь красотой. Ох, как же кипит. Пора. Ох. Снимать. Холодно сейчас. Пришлось жилет пуховый одеть. Тоже, кстати, снаряжение жилет. Был в Питере как-то недавно. Зашел в магазин снаряжения. Вот этот анорак купил. И жилет пуховый. И герму очень хорошую. Хорошая фирма снаряжения. Не все знают. Не разрекламированная, не пафосная. Вот, а жилет то ли что-то с размером у него было не то ли какой-то брак. На гусином пуху. Продавался очень дешево. Но я думаю, ну возьму. Такие вещи не помешают. И вот сейчас жилет помогает мне. На улице дубильник. Уши мерзнут, руки мерзнут. Пар. А мне хорошо. Вот, кстати, хотел рассказать про то, как в таких условиях гигиену соблюдать. Всегда думал, как же вот полярники, те, кто на лыжах к Северному полюсу ходят, как они вот гигиену соблюдают. Там даже в туалет сходить вне палатки — это смертельный риск. А если разнополая группа? Такие тоже были. Стыд. Как они там все это делают. Где-то читал, что палатки у них специальные, с таким отсеком, как бы отдельно. И туда человек уходит, там испражняется. Все делают вид, что не слышат ничего. Приходит. И все, дальше чай пьют там, или что, едят в это время. Ну, это тому и герои такое терпеть. Не знаю, пусть кто знает, как это у них происходит, расскажет. У космонавтов тоже непросто. Вон американец, один миллионер, летал на МКС или куда он там. Полетел, миллионы долларов выложил, а возвратился и плюется. Говорит, как бомжатник попал, вонь. Носки там они сушат свои, обтираются изредка тряпкой, салфетками какими-то. Ну вот так и тут. Как вот? Ну, про то, как в туалет ходить. Я не сторонник бумагу использовать на природе. Грех это. Везде валяется, позор. Вода рядом есть. Надо водой пользоваться. Я хоть и не мусульманин, но считаю, что мусульмане правильно делают, что водой пользуются. Гораздо лучше, чем бумагой там все вытирать. Лопатка есть, сходил,
погадил, водой воспользовался, и все чисто, все хорошо, гигиенично. Вот. А так, каждый вечер, ну, естественно, я зубы чищу утром и вечером. Это в обязательном порядке. Вот думаю про зубной порошок. Наверное, это лучше, чем зубная паста для похода. Гораздо дольше хватит и меньше количества можно брать. Зубной порошок надо использовать. В другой раз попробую. А так, салфетками обтираюсь. Перед сном тщательно все обтираю тело. На это нельзя закрывать глаза. Быстро человек затухает. А это непорядок. Будет опрелости, потертости, вонять будет. Это уже не поход, а срамота какая-то. Ну, естественно, носки, трусы, одежду, всю прочую, какую нательную. Стираю ее, сушу, когда есть возможность, чтобы все чистое было. По идее, можно воду разогревать и мыться ей. Хотя бы локально, какие наиболее, так сказать, ответственные части. Тоже неплохо, но надо вытираться насухо. Сейчас мороз, ну, как мороз, под ноль, наверное. Градуса 2-3. Кстати, большая благодарность этому холоду. Уж было бы тепло, народ бы обязательно гулял. На лодках бы туда-сюда сновали, какие-нибудь шашлыки. Сейчас-то выходной день, воскресенье, по-моему. Я уж потерял счет дня. Надо проверять, по телефону смотреть. Да неважно это. Выходной день. Выезжают бухать. Шум, крик, ор. Еще докопаются. Не дай бог. Весь дзен, так сказать, нарушит. Не люблю я эти все компании. Яль всякую. Терпеть не могу. Я хочу побыть один. Ни с кем не контактировать. Особенно. Не о чем мне говорить с этими людьми. У них свой интерес, у меня свой. И они нигде не пересекаются. Разные миры, как бы разные сферы бытия. Я не люблю буйство, не люблю я пьянство, хамство, кураж весь этот. Пусть где-нибудь там, но не здесь. Вот холод. Это все дело и ограничивает. Моторки не снуют. Выкриков никаких не слышно. Слава Богу. Опа. Упал софит.